Ну, как бы Егор по молодости лет не говорил об отсутствии здравого смысла, но жители оккупированных территорий не будут обвинять украинских жителей, а будут обвинять власть, поскольку это действительно и полномочия, и функция власти. Мы пережили, Украина пережила Голодомор, и поэтому офицерский корпус сопровождал грузы Ахметова продовольствия в Донецк, когда такой же Голодомор намечался там зимой 2014-2015 года. Вы жили когда-нибудь без воды, Егор, или без еды? Ви пробували не їсти пару днів? Звичайно, і пробував не їсти пару днів. Сколько і дуже часто... Вы назвали террористами. Вы представляете, вы можете сравнить террориста в Сирии с террористом в Донецке? Ні, Володимир, давайте тут не порівнювати, це зовсім різні Тогда речі. дайте определение. Есть определение слова терроризм, террорист. Я думаю, что вы немного не надуманно называете их террористами, вот так огульно. Сколько может быть военных на территории Донбасса? Какая там армия? Это 1015-20. Дивіться, я чітко можу сказати, 30. це 7-10 тисяч російської армії та 20-25 тисяч умовної місцевої армії. Допускаем. 30 тысяч, 35. Так. 600 тысяч населения. Домашний скот. А ведь вода, вода это катастрофа. Если, поэтому Діти, і жінки, і лікарні, це... и коровы, и птицы, и немытые руки, и дизентерия, Це и все на емоції, просто свете. нічого більше. Это хуже, чем Голодомор. И это у них сейчас есть катастрофа, о которой молчат, но скоро начнут трубить и ООН, и другие международные организации с той же водой, с теми же затопленными шахтами. И по экологии это коснется, опять же, неудачная эта линия разграничения, потому что они сообщаются между собой и на нашей территории, и на их, это коснется и питьевой воды. А отключать воду, блокировать таким образом дальше. Мы уже отключали Донецк от воды, когда отключали от электричества, и они прожили, они выжили. Без электричества тоже нет воды, хотя ее тогда привозили водовозами. Я видел эту катастрофу, да. Люди без телевизора, они не зомбируются, и через 2 недели они начинают рассуждать, с какой стороны прилетел снаряд, и какого он калибра, откуда он мог долететь. Но смотреть перед Луганской областной администрацией на людей, которые пришли почитать объявления, потому что не знают новостей, это страшно. Это сродни анекдота интеллигенции 17-18 годов. Пойдем на кладбище, почитаем что-нибудь, когда уже не было